Друзья, всем привет! У меня прекрасная для вас новость, и я хочу с вами ей поделиться. Свершилось! Я купил вторую мотособачку. Ура! Настроение прекраснейшее, и я хотел бы поделиться с вами этими эмоциями и впечатлениями от покупки дорогой, хорошей техники. Ну и, собственно говоря, начать рассказывать вам правильнее сказать, наверное, начать показывать вам новый сезон, посвященный моей новой мотособачке. С момента ее рождения, с момента ее жизни, с момента, как она попала ко мне. Ну и, собственно говоря, рассказывать о впечатлениях и эмоциях, которые она будет дарить мне. Собственно говоря, не будем растягивать болтовню это видео, а приступим к съемке. Погнали! Друзья, представляю вам новую мотособачку Snowdog Sport с двигателем Brickstration 13 лошадиных сил. Она еще в пленке, еще упакована. Я даже не знаю, какая у нее комплектация и что внутри. И сейчас мы с вами будем ее распаковывать вместе. И в режиме реального времени вы сами все увидите. Погнали распаковывать. Друзья, даже страшно с таким прибором подходить к такой мотособачке красивой. Но нужно доставать ее и смотреть. Даже боюсь, даже не могу сказать, какие ощущения. Друзья, я даже не знаю, как прокомментировать эти ощущения. Хочется побыстрее это все открыть, отодрать эту всю пленку и посмотреть, как она устроена и что там есть внутри. Так, кусаем проволоки. Я тоже думал, будет же краска царапаться, если проволокой сделать. Так нет, видите, какие стоят пластиковые защитные колпачки, чтобы краску не портить. Отчекрыжим проволоку вот так. И потом ее перекушу вот в этом месте, чтобы не разматывать всю эту проволоку. А так как она с защитным колпачком здесь, ничего страшного не произойдет. Так, дальше. Красавица какая. Так, скорей, скорей. Появляйся на свет, подруга. Так, и сейчас еще отцепляем вот эту проволочку. Вот так. И вот так. Да, надо же, колпачки даже не протерлись. Как... Здесь царапинок нету. Ну вот так вот выглядит новая мотособачка, вытащенная из упаковки.
Блин, какая она красивая. Защитная оболочка. Так, а что там внутри? Аккумулятор. Защита для рук. Это еще что-то. Ящичек этот можно, в принципе, вынуть, чтобы он мне не мешался сейчас. Во. И я нашел инструкцию. Так, инструкция по мотособачке. Скажу по секрету, я ее прочитал на сайте, где продается мотособачка от компании Bolt Motors. Кстати, ссылочку я в описании оставлю вам. Я прочитал ее там. Но эту тоже надо прочитать. Да. Классный руль. А еще тут ручки с подогревом должны быть. Друзья, ну, первым делом запихиваем аккумулятор. Так, посмотрим, что он из себя представляет. Вот такой вот аккумулятор стоит. Так. А далее это как? Наверное, вот так. Угу. Точно. Наверное, вот так. Так, все, это поставили. Друзья, теперь надо проверить уровень масла. Выкручиваю сливную пробочку. Я не знаю, на заводе они налили или нет. Я думаю, что должны были налить, потому что технику всю, прежде чем продавать, испытывают и проверяют, тестируют. Поэтому я думаю, тут все должно быть. Так. Да, есть. Я думаю, что вот вам видно будет, вот, видите, он, масло светленькое, беленькое, чистенькое. Это очень хорошо. Так, маслице есть. Теперь посмотрим, что с бензином. Так, ну, бензина там нет. Надеюсь, вам тоже видно. У меня тут есть канистрочка. От параплана у меня топливо. Это 95-й G-Drive. Я, по-моему, вам уже рассказывал, что я во все двигатели лью 95-й. Можно, конечно, и 92-й лить. И там рекомендуют, но я думаю, что топливо у нас не очень хорошее бывает. А на G-Drive я все время катаюсь на мотоцикле, на параплане, собственно говоря, на моей старенькой мотособачке. Ну и, соответственно, я как бы доверяю этому бензину. Напомню вам, G-Drive, если кто не знает, это 95-й бензин, улучшенный от бензоколонок «Газпром».
Так, как бы мне теперь все это не пролить богадельню, а то облить новую мотособачку не хотелось бы. Ах ты, облил. Так. Как говорится, не поваляешь, не поешь. Поэтому... Ой, так непривычно. У меня на той мотособачке крышечка снимается полностью, а здесь нет. Непривычно, если честно говоря, чтобы крышечка так снималась. Но зато очень легко одевается. Легче, чем на старенькой. Итак, бензин залит, аккумулятор стоит, масло проверено. Начинаем проверку двигателя. Так, крантик открыли. По плану топливо должно поступать в карбюратор. Ну и можем приступить к запуску. Ставим колпачок, без которого не завестись. На всякий случай ручной тормоз ставим. Ну, зажигание включено. По-хорошему остается только это запустить. А, и подсос еще. Выкручиваем подсос. Выкрутили. Далее зажигание включаем. Ну и по-хорошему все должно завестись. Убираем подсос. Нет, рано еще. Еще разочек. Друзья, ну вот и первый запуск. Мотособачка ожила. Ну что ж, пробую убрать подсос по новой. Все, двигатель прогрелся. И уже работает устойчиво. Друзья, пока работает мотособачка, я сейчас хочу открыть коробку передач. Точнее, не коробку передач, а рычаг переключения коробки передач.
Друзья, ну вот и подошло к концу это видеообзор, как я распаковывал, собирал, заводил эту мотособачку, ну, в общем, оживлял ее и приводил в чувство, так скажем. Но вот такая вот у меня мотособачка. Теперь буду снимать про нее видео и выкладывать видео испытания и видеообзоры про нее. Собственно говоря, я очень ей рад, мне она очень нравится. Тут совмещены все технологии, которые и учтены недостатки, которые были раньше в предыдущих мотособачках. И здесь собрано все самое-самое-самое. Надеюсь, она будет радовать меня, ну и также вас, как видеонаблюдателей. Спасибо, что были со мною. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока. Не болейте.